На рассвете фермер по имени Томас Ривз, которого соседи звали просто Том, вышел на свое кукурузное поле. Как делал это каждое утро вот уже 30 лет. День обещал быть обычным: легкая роса, тишина, редкие звуки просыпающейся природы. Но через несколько минут он заметил нечто странное посреди поля. В аккуратном ряду между растущими стеблями зияла глубокая дыра. Почва вокруг нее была сухая, как будто она не провалилась внезапно, а была выкопана с точностью и намерением. Том медленно подошел ближе. Края отверстия были ровными, почва не рассыпчатой, а будто спрессованной. Любопытство пересилило осторожность. Он взял фонарь, страховочный трос и спустился внутрь. Спуск занял несколько минут. Внизу его ждал каменный тоннель, уходящий глубоко под землю. Стены были выложены странными каменными плитами с непонятными символами, явно сделанными рукой человека, но не современного. Влажный воздух был насыщен металлическим привкусом, а в темноте чувствовалось движение воздуха, как будто где-то в глубине было другое пространство. Пробираясь вперед, Том нашел круглое помещение, внутри которого стояли 3 каменных саркофага. Они были покрыты мхом, но символы на крышках все еще светились слабым голубоватым светом, словно впитывали энергию подземного пространства. На полу лежал металлический предмет, похожий на устройство, не похожее ни на одно известное фермеру. Вдоль стен виднелись углубления, где когда-то, возможно, горел огонь или хранились артефакты. Но самое странное было: в центре зала огромный кристалл, окруженный кольцами медной проволоки и вырезанными в полу знаками, напоминающими карту звездного неба. Том стоял, не в силах вымолвить ни слова. Перед ним был не просто подземный бункер, не пещера и не заброшенный склад. Это было что-то древнее и одновременно технологичное. Слишком технологичное. Он выбрался наружу только через несколько часов. Поля все так же колыхались на ветру, не зная, что под ними скрыта загадка, способная переписать историю человечества. Том никому не рассказал об этом открытии. Он просто поставил вокруг ямы старую технику, будто бы участок был поврежден, и каждый день приходил туда снова, пытаясь понять, кому принадлежало это место: людям из прошлого или кому-то гораздо более далекому. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.